Как найти воду на участке? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов. Каждый загородный дом должен снабжаться водой. Одних вполне устроит колодец, другим требуется скважина. Однако любой вариант подразумевает умение найти воду на участке. Для этого необходимо знать уровень залегания грунтовых вод, ознакомиться с существующими методами, изучить полезные рекомендации и советы специалистов, разработать порядок действий. Далеко не каждый в курсе, что бурение скважины или рытье колодца требуется выполнять по всем правилам, и незнание их может доставить массу проблем. Кроме того, иногда работа требует документального оформления. Если вода будет использоваться лишь для собственных нужд и в технических целях, налог или оформление лицензии не потребуется. Получить разрешение на проведение буровых работ нужно, если глубина будущей скважины превысит 100 метров. Прежде чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины. Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их также весьма разнообразны, от нескольких кубометров до десятков кубических километров. Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 метров, лежит верховодка. Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 метров. Добраться до нее реально, но сложно. Категорически запрещено бурение скважин, рытье колодцев в местах с высокой вероятностью загрязнения. Не стоит выбирать места для бурения в непосредственной близости от таких объектов. Автомобильные трассы, предприятия и заводы, свалки мусора, выгребные ямы, места захоронения. Качество подземной воды могут существенно испортить различные удобрения, применяемые в сельском хозяйстве. Расположение будущей скважины должно быть доступным с любой стороны. Ее нельзя бурить рядом с жилым строением или постройками на территории участка, вокруг нее не должны быть деревья или кусты. Водяной насос не будет работать без электричества, поэтому нужно побеспокоиться о близости источника энергии. Перед рытьем колодца нужно удостовериться в отсутствии коммуникаций, а для линии водопровода можно вырыть траншею. Однако даже с соблюдением всех перечисленных условий выбор места для скважины не будет верным, если к нему не сможет подъехать машина для бурения. Весной проводить работы по поиску воды нежелательно, поскольку паводковые воды могут создать ошибочную иллюзию, что место для скважины найдено. Идеальное время года для работ – лето. Верховодов в этот период практически нет, почва же прекрасно подходит для буровых работ. Осенью есть вероятность повышения уровня грунтовых вод из-за дождей. Начинать буровые работы в этом случае лучше зимой, поскольку мерзлый грунт легко поддается буру. Существует ряд природных явлений, способных оказать помощь в поиске воды. Туман. Жарким летом в утренние часы на землю опускается туман. Стоит присмотреться к месту его расположения и густоте. Вода находится там, где туман самый густой. Еще одна особенность тумана заключена в том, что он иногда клубится, поднимается столбом или стелется по земле. По густоте тумана можно определить глубину залегания водоносных слоев. Чем туман гуще, тем они ближе к поверхности. Можно обратить внимание на росу, чаще всего она скапливается в местах с повышенной влажностью, которые характерны для залегания подземных вод. Животные, птицы и насекомые.
Животные, домашние и дикие, отлично чувствуют, где находится вода. Собаки часто роют ямы в земле, чтобы в них охладиться. Самое прохладное место расположено над подземными водами. Лошади, если они хотят воды, то бьют копытом над местом залегания подземных вод. Мыши крайне не любят влажные места, поэтому строят норы подальше от них. Гуси и куры первые обожают воду, вторые стараются ее избегать, поэтому свои гнезда гуси строят в местах нахождения подземного водоносного слоя. Мошки. Всем известно, что мошкара чаще всего обитает в прохладных и сырых местах. В вечернее время рядом с водоемами их количество просто огромно. Однако, если нет открытого водоема, а мошкара просто клубится, значит есть подземный водоем. Муравьи ненавидят влажность, поэтому строят муравейники вдали от подземных источников. Растения. С их помощью тоже можно найти место для скважины, стоит лишь присмотреться, как себя чувствуют различные деревья и кустарники. Ягодные кусты, такие как брусника, ежевика или толокнянка, чувствуют себя вполне комфортно, значит под ними расположен водоносный слой. Деревья. Кривая и невысокая береза растет рядом с водой, а вот хвойные растения влагу не любят. Плодовые деревья. Много влаги губительно для вишневых и яблочных деревьев. Выросшие плоды начинают гнить, а деревья могут погибнуть. Травянистые культуры, крапива и щавель, растут рядом с водой. Изучая конкретные растения, можно даже определить глубину залегания водоносного слоя. Багульник или рогоз – примерно 1 метр. Камыш или крушина – около 3 метров. Ежевика или малина – не более 5 метров. Вереск или черемуха – примерно 8 метров. Можжевельник, солодка или василек – от 3 до 10 метров. Рельеф. Вода может располагаться в низинах, вблизи водоемов или действующих скважин и колодцев, у подножия различных склонов. При этом не стоит искать воду на вершинах холмов, на территории карьеров и рядом с водозаборами. Изучив все данные наблюдений, займемся практическим поиском воды для рытья колодца на участке. Существующие методы поиска воды. Все технологии поиска разделены на стандартные и нестандартные, поэтому нужно предварительно узнать о них поближе. Стеклотара применяется для того, чтобы отыскать на участке воду для колодца. Понадобится несколько банок из стекла одной емкости. Их помещают в землю горлышком вниз на глубину в 5 сантиметров. Через сутки банки нужно рассмотреть. Те банки, что были помещены над подземными водами, изнутри покроются слоем конденсата. Впитывающие влагу материалы. К ним можно отнести соль, кирпичную крошку, силикатный гель. Любой из материалов помещается в емкости из глины, например, в горшок. Все емкости нумеруются, заполняются материалом, взвешиваются и закапываются в разных местах, предварительно их заворачивают в плотную ткань. Спустя сутки горшки выкапывают и снова взвешивают. Самый тяжелый горшок укажет на место расположения водоносного слоя. Пленка. Определенные места участка с утра накрываются полиэтиленом и остаются накрытыми на сутки. Чтобы пленку не унесло ветром, края нужно придавить тяжелыми предметами. Через сутки пленку рассматривают. В месте, где она сильно запотела, находится вода. Поиск воды биолокацией. Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около 40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Также в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины. Далее выполняются следующие действия. Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками. В каждую руку берем по рамке, локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук. Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком. Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток.
Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись. Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на 2, 3 и более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю. Лоза – самый древний способ поиска воды на участке. Для этого понадобятся ивовые ветви особой формы, будто расщепленные с концов, внешне похожие на латинскую букву «В». Предварительно лоза хорошо сушится. Для поиска воды ее берут в руки так, чтобы концы смотрели вверх, начинают ходить по территории участка. В месте залегания подземных вод лоза опустится вниз. Нужно отметить, что такой способ крайне ненадежен и подходит далеко не всем. Воспользоваться им можно лишь в тихую погоду. Маятник. Конструкция представляет собой конус или шарик из металла, который подвешивается на прочную нитку длиной до 40 см. Держа маятник в руках, обходят участок. В месте, где есть вода, он начинает раскачиваться или вращаться. Сложность данного способа заключена в том, что не всегда понятны причины активности маятника, поскольку он может качаться как от высокой влажности, так и от элементарного дрожания рук. Сейсмическая разведка. Особое устройство издает звуковые волны и получает в ответ сигналы разной интенсивности и силы. Слои земной коры обладают различной структурой и содержат в себе разные материалы. Характеристика полученных сигналов отображает плотность залегающих пластов, наличие между ними полостей и водоносного слоя. После проверки нескольких мест полученные данные обрабатываются. По результатам исследования выбирается подходящая точка. Электрический зонд применяется для поиска глубоких слоев подземных вод. В почву устанавливаются специальные трубы и электроды. Часть их создает напряжение, другая проводит тестирование. Их постепенно разводят в разные стороны, следя за изменениями сопротивления. Барометр – способ поиска воды для скважины в месте, расположенном поблизости от водоема или колодца. Поскольку атмосферное давление всегда выше в местах, где вода залегает близко к поверхности земли. Для начала измеряется давление на берегу водоема или рядом с колодцем, затем проводят замеры в месте, выбранном для бурения скважины. Рассчитывается коэффициент, указывающий на глубину залегания водоносного слоя. Деление барометра соответствует 1 метру. Однако этот метод бесполезен, если поблизости проходят железнодорожные пути или расположены залежи металлической руды. Геофизическое исследование – технология, применяемая специалистами по бурению скважин. Проверяются данные геологического разреза, изучаются гидрогеологические характеристики местности. На основании изыскания определяется место расположения будущего источника воды. Бур – наиболее действенный и надежный способ, позволяющий завершить поиск места для расположения скважины на участке. Чтобы проверить качество воды, ее отправляют на экспертизу. Удостоверившись в качестве, можно приступать к процессу бурения. Буровые работы лучше всего доверить опытным профессионалам, поскольку сложно заниматься такой работой самостоятельно, особенно в условиях каменистой почвы. Кроме того, специалисты могут легко определить наличие или отсутствие подземных вод. Коротко о главном. Существует множество способов поиска воды для бурения скважины или рытья колодца на участке. Метод поиска выбирается с учетом целого ряда факторов – финансовые возможности, местный климат и рельеф, имеющаяся растительность, время года и другие. Не стоит всецело полагаться на собственные силы, можно приметить несколько подходящих методов для получения более достоверных результатов, но лучше всего доверить работу профессионалам, передав им все собранные данные. Процесс бурения лучше доверить бригаде специалистов, поскольку у них больше знаний и опыта в этом деле. К тому же артезианские скважины большой глубины сложно пробурить без специального мощного оборудования. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.